Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Меня зовут Оксана, я косметолог. Сегодня вы узнаете уникальнейший рецепт омоложения дряблой увядающей кожи. Сегодняшний рецепт подходит для всех типов кожи. Очень простой в приготовлении, состоит из основных трех компонентов. Это соль, крахмал и обычная сметана. Дополнительные компоненты, которые вы можете добавлять, также варьируются. Обязательно досмотрите видео до конца. Для достижения наилучшего эффекта сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю, чередуя ее с другими масками, рецепты которых вы можете найти на моем канале. Также сделайте эту маску в вечернее время, и утром ваша кожа будет выглядеть как после очень дорогого салона. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Сегодняшний рецепт очень простой в приготовлении. Основные ее компоненты – это соль, крахмал и сметана. Это основные ингредиенты, в которые мы будем добавлять дополнительные компоненты. Обязательно досмотрите видео до конца. Возьмите 1 чайную ложку жирной сметаны. В зависимости от вашего типа кожи, жирность сметаны может варьироваться. Если у вас очень сухой тип кожи, можно использовать также и жирные сливки. Если у вас комбинированный тип кожи, либо жирный, возьмите сметану низкой жирности. Обязательно, кстати, соблюдайте порядок добавления компонентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Следующий ингредиент, который нужно добавить, это морская соль. Вы можете использовать обычную поваренную соль. Соль отлично взаимодействует с жирной сметаной, дает очень хорошее смягчающее воздействие кожи. Соль хорошо подлечивает кожу, улучшает тургор кожи, уплотняет эпидермис. Также возьмите 1 чайную ложку соли. Лучше всего используйте соль мелкого помола. Если у вас крупная морская соль, рекомендую ее перемолоть в кофемолке и использовать для приготовления домашней маски. Это облегчит процесс взбивания компонентов. Затем тщательно взбейте все компоненты. Соблюдайте также порядок добавления ингредиентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Постарайтесь все компоненты не просто размешивать, а взбить. Следующий ингредиент для этой маски, который нужно добавить, нам понадобится крахмал. Вы можете использовать как кукурузный крахмал, так и картофельный. Если у вас есть и кукурузный, и картофельный крахмал, рекомендуется использовать кукурузный, так как он имеет более мягкую текстуру, в момент подсыхания дает лифтинг подтягивающий эффект, улучшает тургор кожи. Также, если у вас нет сухого готового крахмала, вы можете приготовить его самостоятельно. Возьмите сырой картофель, натрите его на мелкой терке и используйте кашицу для приготовления домашней маски. Также добавьте 1 чайную ложку крахмала. И после добавления каждого ингредиента постарайтесь его вбить в предыдущие. В зависимости от того, какую жирность сметаны вы используете, консистенция маски на этом этапе может варьироваться. Маска на этом этапе должна иметь вот такую густую консистенцию. Следующий ингредиент для этой маски нам понадобится глицерин. Глицерин – это маслянистая прозрачная жидкость, не имеющая запаха, со слегка сладковатым вкусом. Глицерин удерживает влагу в эпидермисе, предотвращает обезвоженность кожи, идеально взаимодействует с предыдущими компонентами. Глицерин нельзя наносить на кожу в чистом виде. Добавляйте его в различные домашние маски и кремы. Для этого рецепта нам понадобится 10 капель глицерина. Если нет под рукой аптечного глицерина, вы можете заменить его соком алоэ или алоэ вера. Также подойдет и аптечный алоэ. Также вы можете использовать и свежевыжатый сок алоэ. Сок алоэ или алоэ вера отлично также увлажняет влагу и удерживает влагу в эпидермисе. Тщательно взбейте все компоненты так, чтобы они хорошо взаимодействовали между собой. И следующий ингредиент для этой уникальной маски нам понадобится витамин Е. Витамин Е – это витамин молодости и красоты, отлично смягчает кожу, разглаживает даже самые глубокие морщины. Если у вас витамин Е в капсулах, то достаточно добавить 1 большую капсулу. Если у вас витамин Е в масляном составе, добавьте 10 капель. Также не забывайте витамин Е принимать и вовнутрь. Для возрастной кожи лица, кожи шеи, кожи зоны декольте, также для улучшения состояния волос и ногтей витамин Е оказывает очень активное воздействие. Я использую витамин Е для приема вовнутрь в капсулах, а для приготовления домашних масок использую масляный состав. Также добавьте 10 капель витамина Е.
И тщательно взбейте все компоненты так, чтобы они хорошо взаимодействовали между собой. Все свои рецепты домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Достаточно 7 или 8 минут для того, чтобы в домашних условиях приготовить очень эффективную антивозрастную омолаживающую маску. Для того, чтобы усилить смягчающее кожу воздействие, добавьте косметическое масло. Для достижения наилучшего эффекта для жирного типа кожи добавляйте нейтральное масло персика, масло виноградных косточек или зародышей пшеницы. Для сухого типа кожи рекомендуется добавить в сегодняшнюю маску миндальное масло, либо масло кокоса. Также для достижения наилучшего эффекта для очень сухого типа кожи рекомендуется добавить в сегодняшнюю маску и рыбий жир. 10 капель косметического масла, либо рыбьего жира добавьте в сегодняшнюю маску. И также тщательно взбейте все компоненты. Кстати, в сегодняшнюю маску я добавляю миндальное косметическое масло. Также тщательно взбейте все компоненты, чтобы они хорошо взаимодействовали между собой. Маска имеет очень пышную, воздушную консистенцию. Эту маску можно хранить в холодильнике в закрытом виде до 5 дней. Для хранения домашних масок используйте только пластиковую либо стеклянную упаковку для хранения. И для приготовления домашних масок не используйте металлические предметы. Кстати, в этой баночке у меня хранится крем, который я рекомендую наносить после того, как вы сделаете сегодняшнюю маску. Наносите все домашние маски на подготовленную кожу. Перед маской сделайте кислотный скраб или пилинг. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты. Возьмите 3 или 4 таблетки ацетилсалициловой кислоты. Это обычный аспирин. Размягчите его водой комнатной температуры. Нанесите на влажную мытую кожу лица. Не наносите кислотную скатку на кожу вокруг глаз. В течение 3 минут помассируйте кожу и уберите верхний ороговевший слой клеток. Затем смойте аспирин водой комнатной температуры и приступайте к нанесению сегодняшней маски. Все домашние маски наносите по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Также нанесите эту маску на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите сегодняшнюю маску и на кожу вокруг глаз. Не забывайте остатки домашних масок наносить также и на кожу рук. Держать маску нужно не более 20 минут. Затем размягчите лицо влажным махровым полотенцем и смойте маску водой комнатной температуры. Затем нанесите питательный или увлажняющий крем. Рецепт этого уникального увлажняющего крема смотрите также на моем канале. Ссылку этого рецепта я оставлю в первом закрепленном комментарии. Отлично увлажняет кожу, хорошо подходит для последующего нанесения после применения домашних масок или после глубокого очищения кожи. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. А я вас всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.